Привет, народ! Недавно вот ездил на рынок строительный, огромный строительный рынок, выбирать себе доски, брус, там, стройматериал. Такое отвратное качество сейчас стройматериала. Был я на огромнейшем рынке строительном, везде посмотрел все, в общем-то, весь такой. Выбрать не из чего, это первый сорт. Вот эти обрезки, это на них не смотрите, это уже отпиленные брусья. Вот эти желтые доски тоже, это уже старые, с крыши поснимали. А вот эти белые вот купленные. Во-первых, синева, где-то сильнее, где-то меньше. Вот такая вот есть на очень многих досках. Во-вторых, это небольшой обзол, но обзол это само собой, это... Даже об этом говорить не стоит. Это само собой разумеющееся считается. При том, что это первый сорт. Потом доски все... вот хороший обзол пошел. Вот так вот. Вот такой обзол. Притом, где бы найти целую? Сейчас покажу. Они... где я покупал брус, по 6 штук вот так сматывают веревкой, стороной с обзолом кладут внутрь. То есть ее, когда грузят, не видишь. Видно, например, вот по этой щели между двумя брусьями, как она расходится. Это кривизна. То есть нужно выбирать каждую досочку, которую вам грузят, а они... этого очень не любят и не хотят, чтобы вы выбирали. Некоторые люди заказывают не глядя по телефону. То есть я видел, подъехала машина, видел, что им грузили. Грузят то, что я откидывал в сторону. То есть грузят все подряд, и кривое, и вообще все подряд. Одному там человеку фанеру грузили, видно, он тоже заказал просто по телефону. Фанера из слоев по миллиметру склеена. Там один слой просто выдран был от начала до конца фанеры. Там вот такая полоса была выдрана. Ничего, грузят. Верхний лист там был, видно, от погодных условий, потемневший весь, пожелтевший тоже, погрузили. То есть нужно ехать и смотреть, выбирать самому. Так, по поводу кривизны. Здесь не сильно, но все равно видно, она отклоняется вправо. Тот конец вправо загнут. Какие-то кривее, какие-то чуть прямее. Это брус, он еще более-менее получше. И доски. Это 25 сантиметров на 2,5. То есть 250 на 25. То же самое. Этот обзол, это само собой разумеющееся. Потом все они разной толщины. Также доска может с этого края быть по толщине одна, с того края другая. Или, например, с этого края потоньше, к середине она расширяется, и к тому краю опять утоньшается. Так, еще самое интересное. Без рулетки ездить нельзя вообще на рынке. Так, брус 5, это нормально. Он весь... Должен быть 5, он и есть 5. А по поводу досок, это 15 на 2,5. И сколько тут? 14 и 2. Так, и по толщине 24. Но это еще толстая. От 22 до 23 мне попадались, я мерил. Так, здесь 24. Это в середине. Ближе к краю здесь меньше 22, что ли. И это все доски такие. Так, померяем эту. 14,5, 14,4. Вместо 15. Так экономят. В кубе, естественно, будет меньше досок, если считать по этим размерам. Здесь с этого конца вообще 18. 14 и 4 и 3.
Вот такие дела. Ну, по длине я уж мерить не буду. Доски тоже кривые. Ну, как кривые? Более-менее ровные, но попадаются кривые. Какое-то минимальное искривление по-любому есть, но есть и такое не очень маленькое, скажем. Для каких-то таких черновых, ну, не столярных работ, может быть, и пойдет, но качество лучше найти. И вот если нужно, лучше готов доплатить, то здесь один выход: брать строганную доску, она более-менее хорошая. Найти лучше я вообще не смог. Ну, даже дороже пусть немного будет, но вот это вот первый сорт. Второй сорт — это вообще дрова. Вот. Я не знаю, раньше такого не было. Лет 10 мне домик строили назад. Такого не было, такого качества. Мораль всего видео такова, что лучше не заказывать по телефону, там, позвонить, там, сказать, сколько нужно, каких досок, сколько кубов, и вам будут грузить. Грузят все подряд, весь хлам. Нужно ехать и выбирать. То же самое происходит с фанерой. Брал я лист ламинированной фанеры, значит, выносят двое этот лист, несут к машине уже грузить его, класть. Я смотрю, там посередине царапина, ламинат весь до самой фанеры процарапан. По бокам сколы, прям щепки выколоты. Вот, я говорю, такой мне не надо, давайте другой. Выносит следующий лист идеальный, просто идеальный. Чистенький, без царапин, без всего. А этот кому-то погрузили бы, кто бы заказал вот так вот по телефону как-то. Я видел, что они грузят тем, кто заказывает. И если бы я не остался смотреть, что мне грузят, мне бы то же самое погрузили. Я приехал, сказал бы, вот посмотри, мне показали кучки с досками, да. Все, я согласился, говорю, ладно, грузите вот такое. Мне бы тоже, если бы я уехал, не стал там находиться до конца, мне бы тоже вот хлам весь погрузили бы. При том, что цены дичайше выросли на это все. Ну, на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также мой канал есть на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Есть группа ВКонтакте, куда я выкладываю дополнительные фотографии и делаю репосты видео сразу после их выхода. Поэтому, чтобы не потеряться в случае чего, каких-либо блокировок, обязательно подписывайтесь. Оставайтесь на канале, все ссылки в описании.